Жизнь после смерти. Брюс Грейсон. После. Что околосмертный опыт может рассказать нам о жизни, смерти и о том, что будет после. Посвящаю тем, кто, встретившись лицом к лицу со смертью, любезно поделился со мной самыми личными и глубокими из переживаний. Интересно, что люди, пережившие околосмертный опыт и утратившие тягу к мирским благам, не отказываются от них полностью. Наоборот, многие говорили мне о том, что когда потребление и накопление перестает быть главным, это парадоксальным образом усиливает способность по-настоящему наслаждаться материальными благами. Люди не отказывались от владения материальным имуществом, но становились менее привязаны к нему. Они переставали отождествлять себя с тем, чем они владеют. Однажды Том Сойер, руководитель дорожной службы, тот, которого придавил грузовик во время ремонта, приехал на консультацию ко мне домой. Он вошел, светясь от радости, после 5-часовой поездки в Кадиллаке Эльдорадо. Правда, машина была подержанная, и все же, с моей точки зрения, она не очень соответствовала образу скромного работяги, который рассказывал мне об утрате интереса к материальным ценностям. Но Том сказал, что не видит противоречия. Он оценил по достоинству роскошные сиденья. Ему понравилось вести машину гораздо больше, чем какую-либо другую до этого. Его целью было не владение вещами, а наслаждение жизнью, всем, чем может наслаждаться живой человек, будь то сладкий десерт или приятная поездка. Вот что послужило причиной покупки старого Кадиллака. Но когда через пару лет ему стало сложно выплачивать кредит, он вернул автомобиль с легким сердцем. Дело было не в том, чтобы иметь Кадиллак, а в удовольствии от вождения, пусть и временном. Некоторые люди признавались мне, что околосмертные переживания не только изменили их жизненные приоритеты, но и помогли покончить с деструктивным образом жизни. У Дэна Уильямса в 37 лет остановилось сердце во время наркотической абстиненции, но ОСП, по словам Дэна, привело к удивительным трансформациям. Я потерял все, став зависимым сперва от рецептурных препаратов, а затем от нелегальных наркотиков. 9 раз я оказывался в наркологических клиниках. Больше 10 раз получал обвинения в связи с наркотиками, еще больше с алкоголем. Потом я бросил все попытки протрезветь и вылечиться, можно сказать, я отчаялся жить нормальной жизнью. И такой пропащий наркоман, без денег и, считай, бездомный, вынужденный красть наркотики, чтобы удовлетворить свою потребность, вдруг превращается в хозяина дома престарелых, где часто сидит у кровати умирающих и находит для них слова утешения. Я до сих пор не могу постичь природу поразительной силы того околосмертного переживания. Его влияние продолжает удивлять и меня, и жену. Это правда было благословением Господним. А когда-то я был заядлым скептиком, который опирался исключительно на логику и научный метод для решения любых жизненных проблем. В духовном смысле я был абсолютно неграмотным и потерянным. В октябре 2003 года меня в очередной раз арестовали, и тогда наркологи и психологи сказали мне, что после 15 лет ежедневного злоупотребления таблетками велик шанс, что я не переживу синдром отмены. Я приготовился умереть в тюрьме. На 7-й день пребывания там, во время большого эпилептического припадка, мое сердце остановилось. Мне срочно начали реанимацию и перевезли в больницу. Я помню, как будто я оставил свое тело и отправился в путешествие, но потом вернулся, потому что идти мне было некуда. Я словно завис или плавал в какой-то туманной темноте. Потом возникло чувство, которое мне сразу же очень понравилось. Это было неземное ощущение. Вся моя боль исчезла. Первое, что я подумал, буквально: на земле нет такого наркотика, от которого так хорошо. Не могу описать словами, что это было. Может, нирвана или чистейшая любовь или что-то еще. Но я тут же понял, что никогда не буду прежним. Я заметил, что это чувство притягивает меня. Я двигаюсь сквозь темные клубы все ближе и ближе. И в этот момент я ощутил рядом чье-то присутствие.
Наверное, это был ангел или проводник, хотя никакой человеческой или чьей-то еще фигуры я не видел. Вокруг не было уже ничего, кроме света. Но свет меня не ослеплял, хотя яркость его была невероятная. Существо, бывшее рядом, вело меня прямо в свет. Казалось, эта сущность находится сбоку от меня или позади. Я доверял этому существу. Казалось даже, что я его знаю. Вокруг было разлито чувство умиротворения. Пугающие мысли отсутствовали. Все вместе казалось мне совершенным. Но я не могу толком описать. В какой-то момент я увидел свою зависимость, как она есть. Встретился с ней лицом к лицу и смог с ней бороться. Я увидел все худшее, что во мне было, и был в бешенстве. Мне было ужасно стыдно за то, в кого я превратился. Впервые в жизни я ощутил приступ ярости. Но это позволило мне впервые взять верх над своей пагубной привычкой. Во время ОСП я сражался с ней и победил. И я, наконец, избавился от нее. За 16 лет, которые прошли с тех пор, я ни разу не пил и не принимал наркотиков, мне даже ни разу не хотелось. Околосмертное переживание не исчерпывалось этим, но именно это повлияло на меня наиболее сильно. Теперь вместо того, чтобы жить за счет ближнего своего, я сам помогаю людям. Я знаю, кто я и куда иду, и больше не чувствую себя потерянным. Разумеется, люди, испытавшие ОСП, остаются людьми. Как и все остальные, они подвержены смешанным эмоциям и противоречивым мыслям, плохим и хорошим, приятным и неприятным, эгоистичным и бескорыстным. Пример Тома Сойера снова будет здесь уместным. Его жена Эллен поделилась со мной неоднозначными последствиями околосмертного опыта мужа. Сверкая темными глазами, она рассказывала, каким Том был раньше. Порой он вел себя жестоко, бросал в меня обувь и другие вещи, кричал, что он главный в семье и что мы все должны делать, как он сказал. Затем она продолжала уже с улыбкой. После ОСП он стал гораздо более отзывчивым, мягким и понимающим. Прошли уже годы, и он ни разу больше не поднимал руку на меня или детей. Но с другой стороны, она пожаловалась на то, как Том теперь обращается со всеми вокруг ровно с тем же сочувствием, и порой она чувствует себя покинутой, когда он бросается помогать кому-то по первому зову. Вздохнув и покачав головой, Эллен добавила: «И то, что у нас диван уже разваливается и нужен новый, его нисколько не заботит. Мы даже отложили деньги на покупку, но Том не видит в ней смысла». Таким образом, ОСП не превращают человека в святого, а жизнь после них не обязательно полная идиллия. Иногда, как я выяснил, околосмертный опыт приводит к серьезным проблемам. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.